С вами Келебримбор, и до выхода Ведьмака 3 остались считанные дни, и настало время разъяснить некоторые вопросы, касаемые геймплея и мира заключительной саги о Геральте из Ривии. В этом подкасте я собрал всевозможные ответы на различные вопросы, когда-либо задаваемые разработчикам. Ну что, начнем? И первый вопрос будет касаться новой системы алхимии. Как сообщают разработчики, они сохранили большое количество классических ведьмачьих зелий, которыми мы пользовались в прошлых частях серии, такие как кошка, ласточка и прочие. Как и прежде, для производства зелий нам требуются ингредиенты. Но однажды сделав зелье, оно остается нашим навсегда, и мы можем восполнять его автоматически во время медитации. При условии, что у нас есть с собой спирт или крепкий алкоголь. Тем не менее, существуют различные виды алкоголя для различных типов эликсиров, и вино тут нам не подойдет. Все происходит автоматически, и одна бутылка алкоголя может восполнить сразу несколько пустых зелий. Причиной создания такой системы стал открытый мир, в котором стало бы настоящей болью отправляться в дальнее путешествие на другой конец карты из-за одной только редкой травы. Так что после первого сложного этапа приготовления зелья из ингредиентов, которые тоже нелегко найти, мы сможем восполнять зелье при медитации. И, кстати, теперь снова можно использовать зелье в бою, опять же из-за открытого мира, потому что теперь непонятно, какой враг нам может встретиться на нашем пути. Но тем не менее, нам все еще придется подготавливаться к боям с боссами. Если мы идем в лес ночью, то важно иметь правильное снаряжение и медитировать перед тем, как встретиться с уникальными монстрами. Подготовка также включает в себя изучение этих монстров, нужно знать их слабости и иметь наготове правильные эликсиры, когда он найдет нас или же мы найдем его. Главной целью было избавиться от надоевших и повторяющихся действий, при этом сохранив значимость всего процесса подготовки, потому что, не зная того, что может ждать нас впереди, может стоить нам жизни. Что касается токсичности, при потреблении зелий она начнет расти, как и раньше. Некоторые зелья очень полезны, но поставят нас близко к опасной черте, сразу как мы выпьем его. Если мы не уверены, насколько была высока токсичность, то мы в любой момент можем посмотреть на шкалу токсичности или же на лицо Геральта. Как игра будет наказывать нас за спам одних и тех же атак по монстрам и людям? Будут ли люди уклоняться? Спамить атаками врагов плохая идея, особенно если вокруг несколько противников. Они смогут нападать на нас порой одновременно, даже если мы заняты в этот момент кем-то одним. Если без конца атаковать врага, то он сможет уклониться, и у него также будет шанс нанести ответный удар. У людей также будут при себе щиты, которые нужно выбить у них из рук, иначе такие враги могут создать много проблем. Но я думаю, многие помнят щитоносцев из второй части. У врагов есть шкала выносливости, она находится под ними, которая позволяет им защищаться и парировать. Так что если она иссякнет, то мы сможем атаковать его, и он не сможет блокировать наш удар. Некоторые противники, блокируя наш удар, смогут оглушить нас на некоторое время, и в этот момент он, скорее всего, нас прибьет, как в каком-нибудь Dark Souls. Может ли уклонение использоваться для чего-то еще? В одном из ранних видео было видно, что когда Геральт уклонился назад, он толкнул сзади стоящего врага локтем в лицо, и тот попятился назад. Если мы окружены, мы сможем уклониться в кого-то, и это оттолкнет его, но это никак не нанесет ему урон. Есть ли у Геральта добивание с использованием арбалета? Нет. Как работает контратака? Как же игра будет наказывать нас за удержание кнопки контратаки? Контратака на самом деле использует кнопку блок, и для того, чтобы парировать, мы должны нажать ее в нужный момент, как в каком-нибудь Assassin's Creed. Только тогда мы успешно сможем контратаковать. Удары некоторых врагов нельзя контратаковать, например, взмах двуручного молота, и от него придется уворачиваться, а не пытаться блокировать его, стоя к нему лицом. Стоит отметить, что не все атаки могут быть полностью заблокированы. Например, если блокировать тяжелый удар, то нас отшатнет, и мы получим часть урона. Как контратака работает против нескольких врагов? Можно ли парировать атаки с нескольких сторон? Да, можно парировать атаки одного противника за другим. И вам не нужно нацеливаться на противника для того, чтобы провести контратаку. В момент контратаки остальные не могут нас прервать, и анимация настолько коротка, что мы успеем вновь поставить блок, прежде чем кто-нибудь замахнется своим мечом.
Я видел, как Геральт делает крутящую атаку в одном из геймплейных видео. Как это делается? Это просто активный навык. Надо зажать кнопку быстрой атаки для этого, и Геральт проделает крутящую атаку. Зажимая же кнопку сильной атаки, мы сможем разрубить противника пополам. Как работает групповой искусственный интеллект? Искусственный интеллект работает так. Например, волки пытаются окружить противника и атаковать одновременно. Если один волк решил напасть на нас, то остальные тоже нападут следом, пытаясь вцепиться нам в горло. Ошибкой будет двинуться навстречу тому, который атаковал нас. Когда волки нас окружат, лучше оставаться в центре этого круга. Тогда у нас будет возможность уклониться. Можно ли убить каждого встречного? Нет, нельзя. Могут ли противники сдаться при тяжелой ране и потере конечности? Потеря конечности означает лишь смерть. Некоторые из врагов могут не иметь оружия, и когда они нас увидят, они просто забьются в угол. Можем ли мы пройти игру, не используя арбалет, даже если мы будем сражаться с каждым встречным противником? Да, игру можно пройти, не используя арбалет. Арбалет в принципе не привязан каким-то именно квестом, но тем не менее в игре имеются разные типы арбалетов и болтов с разным уроном, например, сбивающие с ног и разрывные. Вопрос касательно боя верхом. Может ли плотва двинуть копытами по плохим парням? В игре все лошади легаются, когда их выводят из себя, и могут сделать это со всеми, кто стоит сзади них. Бои верхом тоже очень хороши тем, что они имеют бонус к урону, так как удары наносятся на высокой скорости. И потому мы увидим, как отлетают головы и прочие части тела гораздо чаще. Но судя по первым отзывам, ведение боя на лошади не совсем удобное, так же как это было в Скайриме. Воздействует ли броня на скорость и выносливость Геральта? Да, легкая, средняя и тяжелая броня различаются между собой в скорости и защите. Как тяжело будет создавать самые мощные предметы в игре и будут ли использоваться в рецептурах всевозможные предметы. Да, эти предметы будут связаны с заданиями, которые мы будем выполнять на протяжении всего своего приключения. Этот тип приключения, где мы собираем целый комплект брони, пока он не станет полным. Также стоит отметить, что монстр порой охраняет очень мощные вещи, так что не все только завязано на одном ремесле. Одна из замечательных вещей, которые есть в Ведьмаке 3, это экосистема. Как эта система влияет на геймплей, позитивно или негативно. Разные области населены разными животными. Они охотятся друг на друга и занимаются своими повседневными делами. Мы сможем увидеть, как монстры охотятся и убивают, затем на запах в ту же область приходят другие. И если мы наткнемся на это место позже, то скорее всего увидим мертвое тело того, с кем они недавно расправились. Кстати, враги не подстраиваются под ваш уровень, и поэтому можно очень легко забрести не туда и огребсти. Как вы подходили к созданию карточной игры Гвен? Она подобна физическому изданию или она специально создана так, чтобы вписаться в мир игры? Игра Гвент вписалась вполне неплохо в мир игры, несмотря на то, что в ней есть карты с персонажами Геральта и прочих. Можете ли описать систему прокачки и как это меняется в зависимости от уровня сложности? Параметры Геральта меняются на нижнем и среднем уровне, но на сложном и темном уровне сложности все больше зависит от предметов, которые мы используем, а также нельзя иметь все активные навыки одновременно. То есть, даже если мы прокачали все, использовать можно только определенное количество навыков. Реагирует ли Геральт на окружающие изменения? К примеру, может ли он умереть, когда слишком холодно? Нет. Будут ли банки в Новиграде функциональными местами или эти здания там только для красоты? Да, мы сможем использовать банки для смены валюты, и да, валют в игре будет несколько. Может ли Геральт пребывать в алкогольном опьянении в игре? Да, конечно. Бухать с друзьями никто не запрещает. Мне нравится, что интерфейс показывает, какое в данный момент время в игре, но зачем оно показывает погоду? Погода — это тоже очень важный фактор в игре и влияет на появление определенного типа монстров. Так что если начнется небольшой дождик, и мы подумаем, это всего лишь грибной дождь, все будет очень хорошо, а чуть позже будем растерзаны толпой топцев. Так что, смотря на то, какая погода, мы всегда сможем понять, чего стоит остерегаться.
Как происходит переход к игре за Цири? Моменты игры за Цири наступают в определенные моменты сюжетных квестов. То есть подобная система использовалась в Бэтмен Архам Сити, когда мы играли за женщину-кошку. События с участием Цири также имеют диалоги и сражения. Это похоже на стандартную историю по типу «Принцесса в беде», только приходится самому за эту принцессу играть и надирать всем задницы. Присутствуют ли элементы стелса в бою? Нет, но если повалить противника на землю, то его тоже можно убить с первого удара. Присутствует ли в игре коллекционирование? Так, помимо карт Гвента нет, никакого коллекционирования в игре нет, но зато в игре очень много оружия. Сколько длится цикл дня и ночи по отношению к реальному времени? 3 часа реального времени — это 2 суток в игре. Ломается ли оружие по мере наших приключений? Да, оружие ломается, и мы сможем ремонтировать его у кузнеца. Скажи, что у тебя есть. Сплошные раритеты по доступным ценам. Ух, сука, ты меня не видел. А также носить с собой ремонтный набор, чтобы сломанный меч не застал нас врасплох ночью в дремучем лесу в окружении нечисти. Много ли будет ситуаций, в которых Геральт сможет разрешить проблему, не прибегая к насилию? Люди всегда будут бояться Ведьмака в игре, и если мы будем использовать знак Аксий, это может напугать всех окружающих. И придется переигрывать эту ситуацию для того, чтобы понять, как можно было поступить иначе в этой ситуации. Но каждая ситуация имеет несколько решений. Можем ли мы установить положение камеры за спиной Геральта и отключить отдаление зума во время боя? Нет, нельзя. Правда, что покер с костями был удален. Почему? Да, покера не будет. Причина в Гвинте. Новой карточной игре, которая очень популярна в Северных Королевствах. Как ведьмачье чутье работает в игре? Ведьмачье чутье будет полезно в различных ситуациях, особенно во время охоты на монстров. Геральт может идти по следу, оставленному монстром, чтобы найти его. Оно также может быть использовано во время боя с монстрами, чтобы обнаружить и использовать их слабые стороны. Сможем ли мы вступить в кулачный бой с солдатами и монстрами, или объединить кулаки с использованием меча? Мы не сможем воспользоваться кулаками во время боя на мечах, но мы сможем попробовать сойтись в рукопашной схватке с солдатами и монстрами. В последнем случае это, может быть, и поможет, но стоит ожидать много слез и крови, если мы с голыми руками захотим противостоять Грифону или Бесу. Что же касается русской локализации, то она на уровне. Местами лучше, местами хуже оригинала, но с ней стоит играть хотя бы ради этого. Я чую твою кровь. Ну иди сюда, скотина. Я выпью твою кровь. Хватит пи***ть. Все же игра основана на славянской мифологии. На этом все. Спасибо за просмотр и помните,